Давайте разберемся, как настроить ЧПУ, постоянные ссылки и зачем это нужно в WordPress. И для этого перейдем в справку Google Search Console и сделаем тезисную выжимку. Все вопросы обязательно пишите в комментариях под видео. Итак, ЧПУ – это человекопонятные URL. Простыми словами это можно описать так. Если вы, взглянув на ссылку, понимаете, что вас ждет, если открыть ее, это ЧПУ. Делаем вывод, что URL-адрес страницы должен быть понятен человеку и состоять из понятных слов, как английских, так и русских. Далее, использовать дефис вместо нижнего подчеркивания предпочтительнее. Это связано с тем, что знак подчеркивания может не являться для поискового робота разделителем слов. Об этом хорошо написано у Игоря Ашманова в книге. Но если вы уже используете нижнее подчеркивание, то ничего страшного, проще оставить все как есть. Следующее – это по возможности укоротить URL, удалив из них ненужные параметры. Делаем вывод, что добавлять в конце, к примеру, .html не имеет смысла, хотя ранее рекомендовалось добавлять HTML на карточки товаров и статьи, чтобы поиск мог легче отделять категории от конечных страниц. Но сейчас в этом нет необходимости. Об этом также хорошо написано у Игоря Ашманова в книге. Теперь поговорим о проблемах WordPress, связанных со структурой URL и не только. Во-первых, в WordPress по умолчанию нет транслитерации кириллицы в латиницу. Давайте покажу. Как только мы установили WordPress, у нас уже есть одна демо-запись под названием «Привет, мир». И у нее в URL присутствует кириллица. Знаете, что будет, если вставить такую ссылку, например, в мессенджер? Давайте скопируем и вставим. Каждый символ у нас перекодируется и будет выглядеть некрасиво и непонятно для человека, что снизит кликабельность по такой ссылке. И с этим нам поможет плагин Sirtulat. Давайте установим и настроим его. Если же у вас кириллический домен, чего я бы категорически не рекомендовал, то вы также столкнетесь с проблемой доменной почты, потому что ни один сервис вроде Яндекс.Коннект, G Suite или Mail.ru для бизнеса с ней не будет работать. Теперь переделаем существующий кириллический URL в латинский. В плагине необходимо нажать на «Конвертировать существующие ярлыки», чтобы все существующие URL перекодировались из кириллицы в латиницу. Давайте проверим нашу запись. И мы видим, что наш «Привет, мир» транслитерировался. Теперь займемся настройкой постоянных ссылок в WordPress. Хочется напомнить, что если у вас уже действующий сайт с трафиком, то не трогайте тут ничего без консультации с SEO-специалистом. В противном случае, после изменения структуры URL, все страницы по старому адресу станут 404 и вылетят из поиска. Для этого перейдем в раздел «Настройки», «Постоянные ссылки». Сначала разберем основные ошибки, которые встречаются на каждом втором WordPress сайте. Первое, что все любят делать неправильно, это использовать название рубрики в URL. Вот таким образом. Это чревато последствиями при смене рубрики у записи, а также появлением дублей из-за особенностей WordPress. Давайте покажу на примере. Присвоим нашей демо-записи несколько рубрик. И сейчас мы увидим, что она стала доступна по нескольким адресам. И это дубли, что очень плохо. А если мы вдруг решим изменить эти рубрики, то прежний адрес статьи окажется 404. Поэтому не используем категории в URL.
Второе, что все любят делать неправильно, это убирать обратный слэш на конце. Этого делать не стоит, потому что по умолчанию в WordPress слэш есть, и из-за этого большое количество плагинов будет работать криво, потому что их разработчики не предусмотрели отсутствие слэша на конце. Третье, что все любят делать неправильно, это добавлять .html на конце. Об этом сказано чуть раньше в этом ролике. Суть в том, что сейчас это ни к чему, просто лишние символы в URL. Четвертое, что не назвать ошибкой, но все же, это вообще убрать любой префикс из URL записи. Это связано с тем, что народ путает вложенные страницы по слэшам и доступность страницы с главной. Вот в чем суть. Используйте хоть до 7 слэшей в URL, если этого требует структура вашего сайта. Главное, чтобы каждая страница была доступна в 3 клика с главной. Поэтому всем рекомендую добавлять префикс в URL записи. Из всего сказанного подведем итог. Для контентного сайта и сайта услуг рекомендую структуру вида article /postname со слэшом на конце. Также префикс для рубрик это категории. Префикс для меток это tag. Она будет хороша тем, что все типы страниц будут иметь свой уникальный префикс для удобной структуризации. Для новостного сайта, где контент выходит каждый день, рекомендую использовать готовую структуру, день и название. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментах. В следующем ролике мы с вами займемся HTTPS и www редиректами. Увидимся!